Захват заложников в ростовском СИЗО, чего добилась Украина на саммите мира и какая страна отказалась встречать представителей режима Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Хотели оружие и автомобиль. Кто помог осужденным взять в заложников сотрудников ростовского СИЗО и почему все произошло во время празднования Курбан-Байрам? Эту группу подготовил сам Всевышний Аллах. Ошибка Путина. В Швейцарии на саммите мира ответили Кремлю и заявили, что ждут врага за столом переговоров. Я думаю, что Путин совершил ошибку, не приехав сюда. Несколько километров до цели. Войско РФ продвигается к важной дороге жизни, которая снабжает ВСУ. Анализируем обстановку на линии фронта. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии. Спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В России осужденные в воскресное утро взяли в заложников 2 работников ростовского СИЗО. После этого выдвинули свои требования. Им нужен был автомобиль, оружие и свободный выезд с территории СИЗО. Эту группу подготовил сам Всевышний Аллах своими знамениями. Это не сделано все спонтанно. Это не сделано все просто так. Всего же захватчиков было 6. Лишь полгода назад они получили по 18 лет лишения свободы по статьям о терроризме, якобы за подготовку подрыва здания Верховного суда в Карачаево-Черкесии. В РФ заявили, что осужденные планировали побег, а взять в заложников 2 работников СИЗО им удалось, выбив оконную решетку в камере и проникнув в дежурную часть. Российские правозащитники писали, что в этом СИЗО не соблюдались правила по содержанию фигурантов дел о терроризме. Тем не менее, во время штурма все 6 захватчиков были убиты, а заложники освобождены. Теперь в российском следкоме говорят, что будут искать тех, кто помог осужденным осуществить их план. Напомню, что захват заложников произошел в тот момент, когда тысячи мусульман вышли на утреннюю проповедь во многих российских городах в честь праздника Курбан-Байрам. Например, кадры, которые мы сейчас показываем, сняты в Москве и Санкт-Петербурге. Российским войскам удалось продвинуться вперед в районе еще 2 населенных пунктов на Донбассе. В частности, возле населенного пункта Сокол и Новоалександровки. Это на северо-западе от Авдеевки. Об этом сообщает украинский мониторинговый канал Deep State. Кроме того, за событиями в Донецкой области пристально следят и другие аналитики и сообщают, что сейчас оккупантам осталось 7 километров до основного пути снабжения ВСУ, который путинское войско может перерезать. Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёбке пишет про стратегический смысл этого наступления. По его словам, россияне хотят достичь цели. Это автотрасса Т-0504. Среди украинских военных известна сейчас как дорога жизни. Рёбке считает, что если ВСУ потеряют контроль над этой трассой, то у них все равно останутся альтернативные пути, но они не настолько удобны, как эта трасса жизни. Помимо этого, Bild пишет, что сейчас украинские войска меняют стратегию для уничтожения российской противовоздушной обороны, чтобы подготовиться к появлению у воздушных сил ВСУ самолетов F-16. Украина тщательно и систематически готовит использование своих Су-24 с британскими и французскими крылатыми ракетами, а также применение F-16. Украина использует диверсионные и специальные операции, а также высокоточное оружие для уничтожения российских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. В Швейцарии в воскресенье проходит последний и завершающий день глобального саммита мира. Еще до подведения итогов Рейтер опубликовал проект итоговой декларации, но с уточнением, что это не окончательная версия коммюнике, а лишь черновая. Однако ее итоговый вариант может не особо измениться. Тем не менее, в документе выделены несколько основных пунктов. В первом говорится о том, что все украинские атомные электростанции, включая оккупированную Запорожскую, должны работать безопасно и под контролем не РФ, а Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его надзором. Также является недопустимым применение ядерного оружия. Во втором пункте уделяют внимание глобальной продовольственной безопасности. Атаки на торговые и гражданские суда недопустимы. Необходима гарантия безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.
Следующий пункт. Все военнопленные должны быть освобождены во время обмена по формуле «всех на всех». Также речь идет о возвращении всех гражданских и украинских детей, которые были депортированы или незаконно перемещены Россией. И, наконец, уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время в Бюргенштоке накануне неоднократно повторили, что на подобных саммитах должна присутствовать Россия, и такой вариант допускали и в офисе президента Украины. Об этом говорил и глава украинского МИДа Кулеба, который подтвердил, что работа над итоговым коммюнике завершена. Я думаю, что Путин совершил ошибку, не приехав сюда. Весь этот процесс начался год назад с 14-15 советников по национальной безопасности. И сегодня мы здесь с половиной ООН и во многих случаях с лидерами многих стран. А Путин готовится к государственному визиту в Северную Корею. Честно говоря, я надеюсь на проведение второй мирной конференции, которая будет более конкретной и на которой будет услышано больше голосов. И я думаю, что следующая конференция определенно не должна проходить без участия России. Мы должны говорить с врагом. Мы не можем вести переговоры о мире между странами и единомышленницами. Итак, это следующий шаг. Я думаю, что большинство из нас хотели бы этого. Многотысячные протесты прошли по всей Франции против ультраправых. Митинги состоялись в преддверии досрочных парламентских выборов и после того, как правая националистическая партия подруги Путина Марин Ле Пен выиграла во время выборов в Европарламент. Тогда национальное объединение набрало более 30% голосов, опередив партию Макрона больше, чем в 2 раза. Поэтому сейчас тут организации, правозащитники и профсоюзы выходят на протесты во всех городах страны. В Париже в субботу, 15 июня, прошли первые столкновения с полицией. Митингующие боятся, что следующим премьер-министром страны может быть избран 28-летний Джордан Барделла, который стал звездой ТикТока во Франции. О том, что именно он может занять этот пост, заявила сама Ле Пен, пообещав, что это произойдет, если партия нацобъединения победит на предстоящих выборах. Еще одни выборы на носу, правда президентские и в США. Джо Байден и Дональд Трамп считаются главными желающими вновь занять место в овальном кабинете. И уже скоро между ними состоятся дебаты. CNN пишет, что Трамп и Байден даже согласовали, в каких условиях будут проводиться эти дебаты. Итак, известно, что во время дебатов будет включен только микрофон того, кто говорит. Байден и Трамп не должны иметь при себе никаких своих черновиков, подсказчиков, записок, заметок, но при этом им будут выданы блокнот, ручка и бутылка воды. В зале при этом не будет аудитории. Дебаты продлятся 90 минут с 2 рекламными паузами. Трамп тем временем вновь говорит, что если вернется в Белый дом, то завершит войну между Украиной и РФ. Кроме того, грозит прекратить финансовую помощь Киеву. Угрозы прозвучали и для тех, кто находится на территории США. В первый день работы моей новой администрации мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. У нас нет выбора. В своей предвыборной гонке Трамп обещает поднять Америку с колен, говорит, что 4 года его правления станут величайшими в истории США. Помимо этого, Трамп вдруг пообещал, что если вновь станет президентом, то построит над Соединенными Штатами купол. Мы построим над нашей страной огромный железный купол, как у Израиля. Такой купол, которого еще не существовало. Это будет самый современный щит противоракетной обороны, который будет полностью создан в Америке, и поэтому появятся новые рабочие места. Это будет самый большой купол в мире. Представители режима Лукашенко и Путина не смогут участвовать в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Румынии. В Бухаресте решили не выдавать визы делегациям из Беларуси и России. В Министерстве иностранных дел этой страны не стали выдумывать ничего необычного и спокойно объяснили свое решение, дав понять, что Румыния не готова принимать в своей стране тех, кто причастен к захватнической войне в Украине. Напомню, что сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 29 июня по 3 июля. Власти Румынии решили не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии по ОБСЕ. Эта мера будет применена ко всем членам делегаций, парламентариям и техническому персоналу. Решение также направлено против Беларуси, которая поддерживает войну, начатую РФ. В РФ таким решением недовольны, говорят, что Россию сейчас никуда не приглашают, а если визы они не получат в Румынию, то грозят, что вообще попрощаются с парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите и можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.